Всем привет! Подобно тому, как мы проверяем стили нашего кода с помощью ESLint, можно проверять стиль написания наших CSS-файлов с помощью StyleLint. Вот, его я и предлагаю подключить. Давайте его подключим, сделаем скрипт в package.json, который будет проверять наши стили, а также сделаем, чтобы при коммите эти стили проверялись. Все как было с ESLint, но только теперь со StyleLint. Установим соответствующие пакеты. Это сам StyleLint и его конфиг, который дружит его с Prettier, а также некоторые стандартные правила конфига. И устанавливаем его в разработчике расширений, потому что он нам нужен только при разработке. Так, пока он устанавливается, давайте добавим соответствующий скрипт в package.json. Идем в package.json. Именно нашего фронта. Ну, я думаю, логично прямо под линтом его и добавить. То есть, что здесь? Мы вызываем StyleLint, также мы все кэшируем, указываем, что локация с кэшом должна быть где-то спрятана от наших глаз, и также говорим, какие файлы нужно проверять. Ну, это все CSS-файлы. Хорошо. Давайте попробуем вызвать этот скрипт и посмотрим, будет ли он сейчас на что-то ругаться. Кстати, да, при использовании StyleLint вам пригодится вот это расширение VS Code, которое будет прямо в коде вам подсказывать, если что-то не так. И, кстати, прежде чем его запускать, нам, конечно, нужно создать его конфиг-файл. То, что установить-то мы его установили, а конфиг-файл еще не создали. Давайте создадим. Так, .stylelint.rc.yml. Угу. Это набор правил, которые переопределяют те, которые есть. Я их, скажем так, с опытом какие-то набрал. Вот, и мне с ними комфортно. Вы можете с ними поиграться и поставить, какие нужны вам. Но главное, чтобы они просто какие-то были, и ваш код был примерно одного стиля со всеми вашими друзьями и коллегами. Хорошо. Так, сохраняем. Ну и пойдемте, например, я покажу, на что он может ругаться. То есть, если, например, вот здесь вот не поставить разрыв, то он скажет, что тут мне не хватает разрыва. Давайте теперь проверим еще с помощью самого скрипта, который мы добавили в package.json и назвали его StyleLint. Так, pnpm v-StyleLint. Посмотрим, будет ли он на что-то ругаться. Ой, он много на что ругается. Вот. Ну, по крайней мере, он точно ругается на что-то в 12 строке. Это вот та ошибка, которую мы добавили. А еще он ругается на то, что мы везде пишем с CSS в конце файлика, говорит, якобы этого можно не делать. Давайте проверим, если убрать, у нас будет нормально показываться файл var CSS? Да, будет. Хорошо. Но, в принципе, он больше ни на что не ругается. У этого скрипта, если вот здесь вот дописать команду -fix, вот так вот, то он пофиксит все, что может сам пофиксить. Но мы тут это дописывать... Ой. Так. Но мы тут его дописывать не будем, мы всегда можем его дописать, когда вызываем сами эту команду. То есть прямо здесь pnpm w-StyleLint -fix. Давайте посмотрим, как он справится. Ему удалось пофиксить все самостоятельно. Он поставил здесь разрыв строки, он убрал везде .css, и нас это устраивает. Все, StyleLint работает. Единственное, что давайте добавим в наш lint-staged.rc также просьбу о том, что нам нужно прогонять этот StyleLint при наших коммитах. Тогда содержимое конечное получится вот таким. Ну, что у нас просто .css файлы. Нужно прогонять через них StyleLint, а также и Prettier. Все. Сохраняем. Так, StyleLint добавили. Ну, давайте для проверки здесь допустим какую-нибудь ошибочку. Причем, если я сохраняю, он у меня... Вот я могу... Нет, он... Хорошо. Короче, все, сохранили наши ошибки. И пытаемся закоммититься. Давайте назовем это... Так, добавили все файлы. Git commit message. Add StyleLint. Угу. Да, и как мы видим, он сам все исправил. Никакая грязь не выпадает, так что нам не мешает, а только помогает. Что ж, StyleLint добавили. Теперь у нас весь код в одном стиле. Мы этим очень довольны. И двигаемся дальше. Всем спасибо.